Приветствую. Сегодня у нас глубокое погружение в мир ударной авиации. Сравниваем две очень интересные машины. Российский Су-34М и американский F-15EX. Здравствуйте. Да, машины знаковые, и наш сегодняшний разбор как раз покажет, насколько разными могут быть подходы к, казалось бы, одной задаче — нанесению ударов. Именно. Источник, на который мы опираемся, так и говорит. Один почти летающий танк, второй эдакий умный и скоростной. Ну что ж, давайте разбираться. Начнем с Су-34М. Давайте. Анализ действительно делает акцент на его, так сказать, живучести и ударной мощи. 12 узлов подвески, нагрузка до 8 тонн, и вот что важно, очень широкий спектр вооружений. Да, там чего только нет. Ну да. И противорадиолокационный Хе-31П, чтобы ПВО давить, и тяжелые Хе-29 по бункерам каким-нибудь, и дальнобойные Хе-59. Плюс, конечно, кабы. Корректируемые бомбы. Кабы — это которые по спутнику или лазеру? Именно. Но при этом, вот что интересно, он и обычными неуправляемыми бомбами, чугункой, может работать по площадям. То есть такая вот универсальность его фишка. А насколько это уникально? Вроде многие ударники разное оружие несут. Дело в том, что тут уникальная именно комбинация, способность тащить такой разнообразный и тяжелый арсенал, включая даже, по некоторым данным, тактическое ядерное оружие. И все это вместе с мощной бронезащитой и средствами РЭП. То есть он как бы заточен под работу прямо над полем боя. Понятно. И защита, да, экипаж 2 человека сидят плечом к плечу в титановой капсуле. Это же редкость сейчас. Достаточно редкое решение, да. Плюс радар обзора задней полусферы тоже не у всех есть. Системы РЭП, ловушки все для выживания. Скорость при этом вполне больше 1900 км в час. Дальность до 4000 километров. И, как я понимаю, главное, он воевал. Реально. Вот. Это ключевой момент, который источник подчеркивает. Сирия-Украина машина прошла очень суровую проверку. Были и потери, но были и успешные вылеты в условиях, мягко говоря, непростых, с сильным ПВО. То есть ставка сделана на выживание в горячей зоне. Хорошо. С летающим танком, кажется, понятно. Переходим к американцу. F-15EX. Умный и скоростной. Что это значит? А вот тут немного другая философия. Подвесок тоже много, 12, а то и 14. Нагрузка даже больше, до 11 тонн. Но главный упор, вот смотрите, на высокоточное оружие большой дальности. Например, что там у него? В первую очередь упоминаются крылатые ракеты AGM-158 JASSM. У них дальность почти 1000 километров. 1000? Ого, то есть он может ударить, вообще не подходя к зоне действия ПВО. Совершенно верно. Атаковать цели глубоко в тылу, оставаясь в относительной безопасности. Плюс, конечно, умные бомбы, ЖДМ, СДБ, противорадиолокационные ракеты ХАРМ. В общем, идея ударить точно-точно, но издалека. Понятно. Экипаж там тоже двое, но сидят друг за другом, тандемом. И что, еще сетицентричность, да? Да, это очень важный аспект. Интеграция в сеть, спутники, дроны, другие самолеты, штабы. Плюс мощнейший радар «Сафар», активной фазовой решеткой, видит далеко, цели сопровождает много. А он сам воевал уже в 15EX? Сам EX, он пока новичок, в боях не был, но он же сделан на базе F-15E Strike Eagle, а уж у того опыта десятилетия. Так что это скорее ставка на технологическое превосходство, на ситуационную осведомленность, на возможность, так сказать, дирижировать боем, может, даже с помощью беспилотников. И скорость у него повыше. Да, скорость заметно выше, больше 2500 км в час, дальность примерно та же, около 4000 км. То есть если Су-34М — это танк, то F-15EX — это высокоточный снайпер, работающий с большой дистанции. Итак, вырисовываются две разные концепции. Су-34М — такой крепкий ударник для ближнего и среднего боя, ставка на защиту и разнообразное оружие здесь и сейчас. Верно. А F-15EX — это хай-тек, сеть, дальний и очень точный удар, желательно без прямого контакта с ПВО противника. Получается два разных ответа на вопрос, как эффективно наносить удары. Именно. И, как в источнике отмечается, видимо, современной авиации нужны и те, и другие возможности.
Нужен и тот, кто может прорваться, и тот, кто может достать цель, не рискуя. Подведем итог тогда. Су-34М — это такая летающая крепость, тяжелый кулак. F-15EX — умный, быстрый, дальнобойный ударный комплекс. Да, один делает ставку на то, чтобы выдержать удар, если придется, а другой на технологии, чтобы этого удара по возможности избежать, поразив цель первым и издалека. Это разные философии, разные подходы. И вот тут, наверное, самый интересный вопрос, который из этого сравнения вытекает. А что нужнее в войнах, скажем так, завтрашнего дня? Бронированный кулак, способный проломить оборону, или вот эта высокотехнологичная длинная рука, бьющая точно и издалека? Есть над чем подумать.